Привет, друзья! Итак, моторчик печки. Мой моторчик помирал примерно 3 месяца, по крайней мере я 3 месяца назад стал замечать, что ему поплохело. Сначала начали проседать, или понижаться, кому как удобно, обороты, естественно, произвольно, примерно на 30-40 секунд поначалу. Но за 2-2,5 месяца это все спрогрессировало до того, что он стал постоянно крутить на низких оборотах, причем неважно, как я крутил регулятор. И в конце он перестал работать совсем, пока по нему не постучишь. Ну и то, после стука он работал пару минут и помирал. Откручиваем крыльчатку. Она должна сняться легко. На обратной стороне медная пыль от коллектора и щеток. В том месте, где мы выкручивали шурупчик, помните тот, который держал моторчик с корпусом, берем подходящую головку и надавливаем на это место, для того, чтобы немного отодвинуть сам моторчик от корпуса, чтобы в этот зазор просунуть отвертку и потихоньку выталкивать моторчик, без фанатизма, естественно, а то можно сломать заднюю крышку или повредить ее. Выглядит это примерно так. Я брал головку на 32 и поставил в нее моторчик для удобства, естественно. Затем снимаем задний стопор. Для хранения я использовал вот такую пластиковую тару и в нее по порядку, как снимал все шайбочки, и выкладывал их точно так же, чтобы потом также поставить их обратно. Затем снимаем крышки самих щеток. И аккуратнее, пружинка может выскочить. Не забываем отодвинуть щетки от коллектора, так как коллектор может быть сильно изношен и щетки могут задевать за коллектор при снятии самой крышки. Я использовал маленькие переставные клещи, чтобы разжать усики корпуса и тем самым освободить заднюю крышку. Я не рекомендую использовать отвертку и тем более молоток, потому что есть риск испортить крышку, она на секундочку пластиковая. С переднего вала также снимаем стопорное кольцо и выкладываем по порядку снятия все шайбочки, которые за ним стоят. Вы можете этого, конечно же, не делать, дело, как говорится, ваше, можете уповать на свою память. Переворачиваем моторчик и надавливаем на него. Якорь задней крышки у нас в руках. Снимаем с якоря саму заднюю крышку. Конструкция задней крышки довольно проста. Кстати, щетки я решил не менять. Износ у них, на мой взгляд, был не критичный. И я решил, что они еще походят. А вот и сам коллектор. Как видно, его уже частично протерло, и на одной из ламелей выгрызло целый кусок. Я буду проверять коллектор при помощи мультиметра. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления. Проверять можно двумя способами, как на мой взгляд, по крайней мере я их видел в интернете. Первый, когда два щупа тестера ставятся на две соседние ламели и передвигаются с шагом в одну ламель. И второй способ, так как сами щетки ходят на противоположных ламелях,
то можно щупы поставить именно так, как я здесь показал вам на видео. Сопротивление должно быть одинаковое. Различие показаний должно быть незначительным. Идеально будет, когда отличие только на погрешности самого прибора. У меня все в порядке. Протерл только коллектор. Я согласен, что это не полная проверка. Вообще я рекомендую посмотреть видео других авторов, которые уделили этой теме более подробные обзоры. Я этой темы коснусь только поверхностно. Чтобы отделить обмотку от коллектора, берем канцелярский ножик. Ну, естественно, вы можете использовать что-то другое, и более подходящее на ваш взгляд. И отгибаем ламели поочередно, должно получиться примерно вот так. Две ламели имеют по два провода, а остальные по одному. Это концы обмотки, расположены они на двух противоположных ламелях. Имейте это в виду. Все остальные ламели имеют по одному проводу. Берем пассатижи или плоскогубцы, кому как удобно, и отгибаем ламели на тот угол, при которых будет комфортно снимать обмотку с самого коллектора. Теперь берем любой удобный инструмент, я взял отвертку, и оттягиваем обмотку с ламели коллектора. Не торопитесь, и все получится. Должно получиться примерно вот так. Старый коллектор я раздавил тисками, предварительно замерив расстояние от конца коллектора до конца вала, на котором он сидел. На новом коллекторе я сделал метку, и метка была на корпусе якоря, чтобы не ошибиться и поставить новый коллектор как нужно. По факту я сам себя перепроверяю. Берем вот такую шарошку, видите, выемку на задней крышке. Нужно под нее сделать углубление в новом коллекторе. Примерно так. Я взял кусочек пластиковой трубы, чтобы засадить новый коллектор на вал. Бьем без фанатизма. Должно получиться примерно вот так. Отгибаем концы ламели примерно на тот уровень, чтобы комфортно одеть концы обмотки на коллектор. Одевать я начал с концов обмотки, именно тех, которые по 2 штуки на ламели. Не торопимся, процесс это не быстрый. Должно получиться как-то так. Маленьким молоточком прижимаем все окончательно и не забываем все выпрямить, чтобы было красиво. Без красиво будет некрасиво.
Теперь щетки. Так как я решил оставить старые, их нужно притереть, чтобы выровнять и убрать шагрень с рабочей поверхности. Берем вот такую шарошку. Вообще советую купить комплект, стоит он недорого, да и в хозяйстве пригодится всегда. Можно притереть так, а можно вставить щетки на место, поджать пружинками и притереть сразу щетки. Ну, естественно, только без фанатизма, лишнее стирать тоже не нужно. Проверяем новый коллектор мультиметром. Должно получиться примерно так. Новый коллектор я не паял по двум причинам. Во-первых, он не был припаян на заводе. Во-вторых, если ваши навыки пайки оставляют желать лучшего, то есть риск, что все, что вы там напаяете, может оторваться и разлететься по моторчику. А это уже нехорошо. И коллектор я не точил. Чтобы убрать биение, я понимаю, что это неправильно и в идеале его нужно проточить. Но мне негде точить и не у кого. А мутить приблуду у себя дома для проточки, если честно, не было ни возможности, ни желания. Да и каково будет качество такой проточки, большой-большой вопрос. Поэтому прошу понять и простить. И вообще, я решил, что само притрется, ничего страшного не случится. Собираем все обратно, якорь вставляем в корпус, но не нужно его туда засовывать до конца с силой. Есть риск, что подшипники скольжения могут выскочить со своего посадочного места, а засовывать обратно их тот еще геморрой, если честно. Все делаем аккуратно. Подправил подшипник, так как он подвижный, и прокручивая якорь, смотрим, чтобы он сам залез в подшипник и сел на место. У меня подшипник в порядке, на валах износ не критический, поэтому подшипник я тоже оставил, там уже моторчик не шумел. Заднюю крышку ставим по тому же принципу. Без грубой силы должно само сесть на место. Не забывайте отодвинуть щетки. Я подшипники мазал, но это не обязательно и на ваше усмотрение. На корпусе я делал метку, чтобы знать, с какой стороны должен быть разъем. Все совмещаем и ставим заднюю крышку на место. Зажимаем усики, чтобы зафиксировать крышку на своем месте. Все шайбочки ставим обратно в том же порядке, в котором снимали. И не забудьте стопор, его немножко нужно поджать.
Спасибо всем, кто досмотрел до конца.